Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay, happy Kartik. Beginning from tomorrow, the illustrious month of Kartik is upon us once again. Счастливый Картики, который начнется завтра, этот небесный месяц. Картика уже начнется завтра, и это один из любимых месяцев Кришны. Этот месяц прославляется во многих Пуранах. Это дополнительный месяц для духовной деятельности, для любой деятельности, даже материальной деятельности. Можно получить очень много блага, если вы занимаетесь какой благочестивой деятельностью или духовной деятельностью в этот месяц. Недавно прошел месяц Пурушоттама, который дополнительный месяц, который приходит каждые 3 года. А Картика — это каждый год. Его также называют Дамодара. Этот месяц его назвали Дамодара в честь Кришны. Все знаете историю о младенце Кришны. Тот Дамодара, тот, чей живот связан. Это очень эзотеричная игра, которая произошла между Кришной и его матерью. Никакая другая личность не смогла связать Кришну, только его мать. Было очень много интимного обмена между матерью Шодой и им. Поэтому мы отмечаем этот месяц различными способами. И любая ваша деятельность приносит больше результата. Поэтому, очевидно, мы будем увеличивать нашу деятельность. Конечно, мы уже совершаем суть всей духовной деятельности, такое как общение со святыми личностями, воспевание имен Кришны, поклонение божествам. Мы читаем Священное Писание, предлагаем нашу пищу, встаем рано утром. Мы уже делаем наилучшее из всех врат, но мы можем увеличить, улучшить наше сознание с лучшим пониманием, почему мы это делаем. Мы можем также принять другие враты. Врата значит обет. Вы можете совершать что-то необычное. Но лучшие вещи, первое, в течение Картики, это предложение лампадки. Это высоко рекомендуется, очень рекомендуется. Особенно, если вы ходите в храм Вишну, вы найдете там преданных Кришны. И это особенно рекомендуется. Есть специальная песня, которая поется, она называется Дамодара Аштакам, которая прославляет Господа и его отношения с его матерью и также другими преданными. И это также рекомендуется воспевать эту песню в то время, когда вы предлагаете лампадку. Это стандарт во многих храмах. Конечно, вы можете это делать также по интернету, поскольку сейчас во время пандемии очень много преданных, они закрыты, они не могут свободно перемещаться. Поэтому будут предлагаться различные программы на интернете, где в Майяпуре также будет программа. Как вы можете присоединиться и предлагать поклонение божеству Рады Дамодара или Ишода Дамодаре. В Майяпуре у нас есть
божества, которые сделаны из оргстекла. Им могут поклоняться. Мы поклоняемся этому божеству Ишоду Дамодара, младенцу Дамодару, когда Ишода связывает его веревкой. Он будет в храме в течение всего месяца. В этом случае вы можете поклоняться Рада Дамодаре. Это хороший месяц, когда вы можете поклоняться Рада Кришне. Гаудия Вайшнавы поклоняются им. Этот месяц также называют Уджа Врата. Уджа значит богатое могущество, богатство, могущество. Радарани ее называют Уджашвари. Это также считается ее месяцем. Этот месяц очень дорог ей, поскольку он очень дорог Кришне. И как мы знаем, Радарани очень милостива. Это ее женская природа, ее очень просто удовлетворить, очень просто к ней приблизиться, проще, чем Кришне, поэтому мы поклоняемся Радарани, Рада Дамодаре, Рада Кришне. И вот этим двум формам, этим божествам, которым мы поклоняемся. Мы предлагаем им лампадку. Она считается, это лучшее подношение. Если у вас нет гии, вы можете предложить масло кунжута, тоже считается благоприятным. И считается наилучшим донейшем, это лучшим донейшем пожертвованием в этом месяце считается, когда вы кому-то предлагаете лампадку. Просыпаться рано утром, до того, как встает солнце, поклоняться, читать Священные Писания, читать Бхагаватам, особенно слушать это от старших преданных и получать их общение. Благо увеличивается много-много раз в течение месяца Картика. Это хороший врата. Обычно враты, они принимают всего лишь на один день, например, на Джанмаштами, на Нрисимха Чатурдаши, на Радхаштами. К ним мы постимся, или мы совершаем какие-то вещи, но здесь в течение всего месяца. Поэтому вы можете брать что-то дополнительное, например, предлагать цветок, цветы розы предлагать цветок, поклоняться Туласи, также очень благоприятно в этот месяц. Обходить вокруг Туласи также рекомендуется. Также обходить вокруг божества Кришны. У нас несколько цитат из Хари Бхактивиласа, которые цитируют, и это цитаты из Писаний. Это беседа между Брамой и Нарадой. That will not be purified by offering a lamp to Lord Keshava during Kartik. Не существует никого, кто бы не мог бы очиститься, кто бы не очистился, предлагая лампадку Кешаве. Кешава — это тот, у кого длинные волосы. Тот, кто предлагает лампадку в течение месяца Картика, сжигает грехи, которые больше, чем гора Меру или гора Мандара. В этом нет никаких сомнений. O King of Brahmanas, when someone offers him a lamp on the full moon day of the month of Kartik, полную луну месяца Картика, Господь Кришна находит, что у него недостаточно денег для того, чтобы оплатить этот подарок, поэтому Он дает самого себя за эту лампадку. Это значит, что вы можете купить Кришну. Кришну можно купить в течение Картики, когда вы предлагаете ему лампадку. Он настолько благодарен и так счастлив, и он не может вам отплатить, поэтому отдает самого себя. Это как раз то, чего мы хотим, чтобы Кришна показал нам себя. К нему очень сложно приблизиться, но он говорит, как очень просто приблизиться к нему, короткий путь. Поэтому эта возможность доступна в этот конкретный месяц. Очень много блага, маленьких благ и также больших благ.
you get a better result by offering a lamp than performing 100 yagyas, чем если вы будете предлагать 1000 яги, 100 fire sacrifices, огненные жертвоприношения, or going on 100 pilgrimage или когда вы отправляетесь в паломничество. Даже личность, которая привязана ко всем грехам и которая избегает благочестивой деятельности, то есть неблагочестивая личность, нехорошая личность, но так или иначе, если он предложит лампадку в течение картики, он будет очищен от всех своих грехов. Также говорится, что нет такого греха во всех 3 мирах, который не может быть очищен, когда вы предлагаете лампадку в течение месяца картика. Также здесь для преданных, если вы предлагаете эту лампадку в месяц картика, вы достигнете духовного вечного мира, того места, где нет страданий. Это то, чего мы хотим. Вот эти все короткие пути, эти все дополнения. During the month of Kartik, they who with love в течение месяца, кто с любовью слушает о Господе Вишну, даже если он слушает даже если слушает лишь половину стиха, либо даже 1/4 этого стиха, он получит такое же благо, как будто он дал сотни коров как пожертвование. Это из Хари Бхакти Виласа. Там есть Картика Махатмия. Если у вас Хари Бхакти Виласа, вы можете найти там различные стихи о месяце Картика. Есть также другая. Из 12 месяцев этот месяц наиболее дорог Кришне. Шри Вишну обязательно наградит преданного, кто поклоняется ему в течение месяца Картика. Он подарит ему обитание, даст возможность обитать в его месте, даже если он предлагает ему небольшое количество ингредиентов, немного фрукта, немного благовоний. Наилучшее считается это лампадка и туласи. Damodar известен как Бхактаватсала. И этот месяц принимает его характеристики. В этот месяц он очень милостив. Он награждает преданных, даже если вы предлагаете что-то немного, поэтому вы получаете очень, даже предлагая немного, вы получаете много вознаграждения. Сатья-юга считается, это из Сканда-пурана. Сатья-юга — это лучшая из юг. Веды лучшая из всех писаний. Ганга и лучшая из рек. Картика считается наилучшим из месяцев. Она наиболее дорога Господу Кришне. Все святые места обитают в месяце Картика. Поэтому рекомендуется, когда вы совершаете это, самое лучшее, где вы можете совершать это поклонение, это во Вриндаване. Конечно, не каждому этому доступно, но в течение этого месяца все святые места обитают. В этом месяце все святые места обитают в нем. Неважно, где вы находитесь, это настолько месяц благоприятен, что все святые места принимают прибежище в этом месяце. Поэтому очень просто. Такова слава Картики, она вечно дорога Господу Кришне. Какую благочестивую деятельность вы бы не совершали, вы получаете вечное благо, то есть духовное благо. И да, Нарада, я говорю тебе эту истину. И вот немного о славе Картики. И очень много, как мы сказали, лампадка, во-первых, принимать омовение до восхода солнца, предлагать туласи, поклоняться божествам, слушать Бхагаватам, общаться с преданными. И вы можете воспевать каждый день один стих из Бхагавад-гиты или всю главу,
или читать небольшую книгу, как нектар наставления, например, вот такие вещи. Что-то дополнительное мы можем делать. Вы можете делать это каждый день. Принять это как врату. Но вы не должны принимать обет перед божествами, поскольку если вы обещаете это перед божествами, и вдруг вы не сможете это выполнить, если вы точно уверены, что вы сможете этому следовать, то есть, если вы принимаете что-то простое, то вы можете этому следовать, но говорится, если вы просто прикладываете усилия для того, чтобы сделать во время картики, вы получаете большой результат. Даже если вы делаете не совсем правильно, мантры повторяете не совсем правильно, и время не очень благоприятно, и окружение, и так далее. Но если вы прикладываете усилия, одно то, что вы просто прикладываете усилия в поклонении Господа, все другие вещи уже не учитываются во время картики. Очень благоприятно. Омываться в святых реках рекомендуется всегда. Она также занимает высокое положение. Очень вещи мы делаем, многие, как пример прасадам, воспеваем киртан, баджаны, прославляющие Рада Кришну, которые прославляют маленького Кришну, или какие-то воспевания из Бхагаватам. Это все очень благоприятно, настолько, насколько это возможно. Мы пытаемся устроить свой день. Просто выделить время для основной духовной деятельности. Аскеза — это значит, мы уменьшаем еду, сон, оборону, наслаждение. Тогда у вас остается больше времени в течение дня. Это то, что материалисты тратят на свое время на эти 4 вещи. Если мы уменьшаем их, у нас появляется дополнительное время. Какие-то вещи вы можете просто отложить на месяц. Если вы сделаете немного каждый день, или большую вещь, или много вещей, все это очень хорошо. Общайтесь с преданными, общайтесь с Кришной, с его святым именем, с его формой божеств, Бхагаватам, читание Чаритамрита и так далее. Это наиболее рекомендуемые вещи. Лампа очень просто, каждый может это делать. У вас есть изображение в вашем доме, вы можете приложить лампадку или прийти в храм. Итак, поздравляем тех, кто может это сделать и следовать этим вратам. Это также чатурмасия, поэтому есть не очень тяжелую пищу, как кичери, или есть просто один раз в день. Это тоже одна из аскез, спать на полу, соблюдать целибат. Большое количество из этих вещей мы уже делаем. Я желаю вам успеха, и пусть Господь Нарисимхадев сделает этот месяц наиболее спокойным для вас, для того, чтобы все эти материальные вещи были отодвинуты от вас в течение этого месяца. И пусть Панчататтва благословит вас для того, чтобы вы могли совершать служение в радостном настроении. Также Рада Дамодара улыбнется нам, потому что мы будем прикладывать дополнительные усилия в служении им. Hare Krishna from Sri Mayapur Dham. Hare Krishna.